Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Фронтиры, насколько вы знаете, особо не торопятся с продвижением сюжета в игре Elite Dangerous, так уж завелось. После уничтожения торговецких титанов, сюжет в игре встал, не считая маленьких локальных драк между галактическими державами, которые приправлялись целями сообщества. Но 28 августа 2025 года начался новый виток сюжета, который очень долго буксовал на месте, потому что наши любимые разработчики не любят торопиться. Если вкратце, то видео по этому поводу есть на канале, где мы с вами идем по следу за потерянной ученицей профессора. Ссылка на видос в описании, как и еще один видос про одного интересного персонажа, который замешан в этом всем, а именно Захари Рекхэм. Так вот, пропавшая студентка, если что, экзобиолог, и кое-что нашла, чего раньше не было. Но все следы приводят нас в тупик, а именно в систему HIP 87621. После чего галактические державы начинают грызню вокруг этой системы. Туда они типа тоже не могут попасть. Никто не может попасть, кроме фракции October Consortium. И прежде чем мы продолжим, смею порекомендовать подписаться на мой телеграм-канал, так как все новости по Элите и не только выходят там гораздо раньше, чем на YouTube. А если вдруг захотите поддержать меня и канал, то есть мой Бусти, где видео выходят еще раньше, чем на YouTube. Ну или обычные донаты, все ссылки в описании. Как выяснилось в итоге, компания October Consortium производит исследования этой местности уже очень давно и намеренно не делится этими данными ни с кем. Плюс никому не дает туда доступ. Мы знаем точно, новый контент будет связан с этой системой, и точно знаем, что это связано будет с экзобиологией из новостей Галнета. Но мы не можем туда попасть. Пока что, по крайней мере. И учитывая все новости Галнета по поводу этой системы, галактические державы устроят там локальную войну за контроль над этим делом. Как минимум, уже давно вокруг этой системы висит пузырь из систем, в которых невозможна колонизация, а это означает, что там что-то будет, как минимум системы галактических держав. И в итоге, спустя много времени, к нам приходит следующая новость. Предупреждение Федерации пилотов. Федерация пилотов подтвердила, что October Consortium даст лицензированным командирам доступ к системе HIP 87621. Этот неожиданный шаг последовал за неделями слухов о HIP 87621, в течение которых все три сверхдержавы усиливали давление на мегакорпорацию. Представитель Федерации пилотов заявил: то, что October Consortium никак не соглашалась отказываться от контроля за доступом, лишь усилило напряжение между политической сферой и научным сообществом. Чтобы развеять опасения по поводу характера исследований, проводимых в HIP 87621, нам позволили открыть доступ к системе для лицензированных членов Федерации пилотов. Однако Лекси October, глава October Consortium, сделала куда более жесткое заявление в интервью с Vox Galactica. Мы держали наше открытие в HIP 87621 в тайне исключительно в интересах безопасности и науки. Столкновение интересов между сверхдержавами и корпорациями создаст опасный прецедент, который отрицательно повлияет на прочие независимые структуры, работающие в занятых системах. Надеюсь, наше решение впустить в эту систему командиров будет воспринято как жест доброй воли. Наша работа законна, этична и полностью соответствует всем применимым межзвездным директивам об изучении местной флоры. Федерация пилотов заявила, что командиры получат доступ к HIP 87621 с 16:00 по общегалактическому времени 13 ноября 3311 года. Новость, ребят, кстати, вышла 6 ноября. Да, видос я решил сделать на эту тему не сразу, но сама новость лежит уже давно в моем телеграм-канале, так что подписывайтесь, там все выходит сразу, как только появляется. Так что ожидаем, но вопрос чего? С помощью некоторых манипуляций удалось получить карту данной системы. И я вам скажу так, там нету ничего примечательного, и нету даже планет с атмосферой, на которые мы можем сесть. Но есть водяная планета с атмосферой. Конечно, вряд ли фронтиры нам дадут на нее высадиться.
Да и вообще, не верится мне, что что-то пройдет дальше текстового продолжения этой истории в четверг 13 ноября 2025 года. Но помечтать стоит. Как-никак Frontier увеличили дальность сканирования ручного сканера экзобиологии с 70 метров до 750 метров, аж в 10 раз. А вдруг нам наконец-то дадут возможность садиться на такие планеты? Почему бы и нет? Одно ясно точно. Это начало новой большой сюжетки, как было с Таргоидами. А длилась она, насколько вы знаете, очень и очень долго. Так что ожидаем, что нам приготовили разработчики. Хотелось бы надеяться. Это действительно что-то грандиозное, а не просто станция за 50 тысяч арксов. Естественно, будем все это смотреть в режиме онлайн на стриме, на YouTube и на моем твиче. Ссылка на него, если что, в описании. Пишите, что думаете по поводу всего этого дела в комментарии. Будет очень интересно почитать и узнать ваше мнение. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся в космосе.